Всем привет! В преддверии европейских квалификаций на The International мы решили поинтересоваться авторитетным мнением наших Dota-экспертов по поводу шансов команд на выход из групп А и Б, соответственно, в раунд плей-офф, а также на выход вообще команд в основной турнир. Что ты скажешь по поводу групп, по поводу участника? Вот у нас есть группа А, группа Б. Группа А, она более такая европейская, группа Б, она более, скажем так, СНГшная. Что ты скажешь по поводу шансов команд на выход из групп? Ну, во-первых, надо было поменять две команды местами. Лондон Conspiracy запихнуть в группу А, а ПРов в группу Б, чтобы прям именно жесткое топ СНГ Месилово было. Вот. По поводу, кто выйдет, не знаю, я поставил Нави на первое место, Вегу на второе, Ашер на третье, Yellow Submarine на четвертое, ЕЛЦ на пятое. Ну, не знаю, это мое субъективное мнение. Со мной тут все спорят, что и Ашеры выйдут, и Вега выйдет, Нави не выйдут. Ну, короче, вот три команды есть в группе Б, которые между собой будут именно оспаривать выход в плей-офф. По поводу группы А, ну, альянсы главные фавориты, а вот за второе место поборются, наверное, много команд. Дима, и НИПы, и сюрприз могут преподнести эти 4 якоря и капитан. И Синг-Синг, наверное. Да и Син-Син, конечно, может всегда. Кто там еще? ПРы выстрелить могут. Почему бы и нет? Кто у нас там остается? ПР Бёрден, Альянс СНИП. А? И Якоря. Что нам Дима скажет по этому поводу? Согласен он с Серегой? Ну, до определенного момента я считал, что в группе Б однозначный фаворит — это Hellriders и Вега, потому что прошлые их результаты, они заставляют нас радоваться. Но как только мы узнали, что тут и у Hellriders некоторые ребятки болеют, и параллельно у Веги там небольшие приключения с выпускными, потому что сейчас там игроки стоят перед выбором, куда им, на инт или на выпускной пойти. Вот. Сложные, да. Да, сложные моменты, поэтому Нави теперь у нас фавориты, то есть они должны брать первое место. Второе — это, естественно, Вега и Hellriders, они между собой будут, скорее всего, бороться. Ну а четвертое, как по мне, это Yellow Submarine и London Conspiracy, тут уже не суть важно, потому что там вообще неизвестно, что будет. А вот в группе А там приключения. Почему? Потому что есть Alliance, которые вообще однозначно все поставили фаворитами на этом турнире, но первый их оппонент — это НИПы. НИПы — это которые в онлайне уделали, по-моему, у них там, по-моему, статистика 6-2. То есть НИПы во всех встречах с Alliance они выигрывали, причем с завидным преимуществом. Непонятно, что с Alliance происходит, но они играют не так, как обычно. А вслед за этим есть Burden United, которые вроде недавно появились, но они на том же DD2CL вошли в группу и разорвали всех. И Нави, и Empire, и Вегу, то есть и шансов не оставили. То есть команда-сюрприз, которая играет довольно-таки уверенно. Ну и вслед за этим мы знаем то, что Якоря ПР — это такие среднячки, которые на самом деле играют хорошо, но у них будут сильные соперники. Поэтому у нас группа А — это Alliance первое место. Второе, ну я поставил НИПов, они хоть чуть-чуть постабильнее, чем Burden United. Ну и третье — Белки. Вот. Я, наверное, вот Европу сравню с Китаем, потому что в Китае там ярко выраженные были фавориты Ехом, которых, ну, прям четко на первое место ставили, но, в принципе, они это доказали. И там, ну, борьба была за второе место. Здесь, в европейской квалификации, из вот этих 10 команд, 7 команд, они фавориты. И вот нельзя кого-то там прям вот жестко поставить на какое-то первое место. Раз мы заговорили о Китае, можно упомянуть такой момент, что альянсы вот только вернулись, скорее всего, вернулись уже из Китая, где они, наверное, не очень удачно выступили на I-лиге, и они оставшееся время использовали с пользой для того, чтобы как раз-таки тренироваться на китайских серверах с китайскими командами. Вот как вы думаете, насколько это им пошло в плюс, или же, наоборот, в минус из-за того, что пока все команды у себя дома там играли, тренировались, они летали туда-сюда, там преодолевали джетлаги и все такое? Ну, давай начну. Ну, из того, что Альянс выступили крайне неудачно на этой лиге, вылетели там во втором раунде и сразу поехали домой. Я думаю, никакого опыта они там не набрались. Просто я не знаю, зачем они туда поехали в принципе. Это была, мне кажется, по мне, это ошибка. Остались бы дома, без этих перелетов, сидели бы, тренировались. Интересная
история. В общем, Alliance поехали в Китай и захотели удивить всех своим Фурионом. Насколько мы знаем, то есть китайцы, они любят изучать, они фавориты статистик, поэтому к Фуриону Адмирал Бульдога во всех играх были подготовлены на ура. То есть у нас были всякие тини с блинками и виспами, которые его моментально убивали, и все остальное. Поэтому как бы Alliance не старались выигрывать сплитпушем, это не работало. И вот китайские команды должны были им показать то, что нельзя играть одной и той же стратегией. Ну ладно, на третьем инте дошло, да, до этого на турнирах зашло, но нельзя играть одной и той же стратегии там 2 года, то есть нужно что-то менять. Следовательно, возможно, Alliance извлекут урок из того, что нужно быть более гибким и мобильным, и вследствие чего они, может быть, как-нибудь 5 на 5 будут сосредотачиваться или другие вещи делать. Бульдог там, я уверен, на чем-нибудь другом, кроме Фуриона, будет выступать, потому что пока, ну, немножко уязвимы эта команда. Да, я дополню по поводу Адмирал Бульдога. Он опять вернулся в Альянс и заменил Нику. Мне кажется, у Никуи был более обширный пул героев. Он играл, может, он как-то не был такой звездочкой в этой команде и как бы не был днищем. Всегда отыгрывал стабильно. Вот как его поставили в оффлейн, ну все, он там свое вынесет, никаких ярких моментов, все грамотно сделает. Адмирал Бульдог, он может сделать какой-то яркий момент, там супер мув, что-то там убить там 3-4, ну и так далее. Но у Бульдога, из-за того, что он еще, во-первых, долго не играл, у него маленький пул героев. За это может быть очень большая проблема как раз для Alliance. Я вообще добавлю, то есть, ну, основная проблема, то есть, когда был Никва, Alliance выигрывали и выступали хорошо. Допустим, тот же StarLadder, они выбили Team Secret и показывали хорошие результаты. Потом Никва всегда играл инициаторами. Теперь, ну, в прошлом патче еще как-то можно было вытащить за счет 3 кэрри, потому что, ну, сам по себе ты сидел, фармил и был на волне. Сейчас мы видим, приходит Адмирал Бульдог, в итоге кто у нас имеется? Лода, который большую часть жизни играл на кэрри, Адмирал Бульдог кэрри и Пайкат тоже кэрри. Они стараются, ну, в нынешнем патче выигрывать за 3 кэрри, а это не работает, поэтому тут можно будет кому-то из них жертвовать своим стилем и переходить на инициатора. У нас тут уже развернулась полемика целой студии аналитики. Давайте вы, как бывшие игроки Нави, все-таки скажете пару слов о команде Нави. Как вы вообще, как она смотрится сейчас с артстайлом и способны ли они вот прорваться на инт там, с 1-го, со 2-го места? Ну, из-за того, что мало вообще игр Нави с артстайлом прошло в онлайне, вот они сейчас тренируются закрыто, никто это не видит, и судить очень трудно на самом деле. Мы посмотрим как раз вот после первых игр завтрашних, как они будут выступать. И вот после первых игр можно будет судить, насколько Нави готова. Я добавлю то, что на самом деле формат для Нави приятный. Почему? Потому что все игроки обладают потрясающим индивидуальным скиллом, и если вот они отыграют группы, то мы там видели, что у них огромные приключения со стратегиями, потому что каждую игру 5 новых героев, и они смогут увидеть, ну, вообще, как это. Если они это увидят и, естественно, выйдут, ну, заодно и посмотрят за Европой, то вот благодаря формату проведения у них шансов выше, нежели они бы играли там какой-нибудь сразу дабл elimination. А при данном патче, патч под них вообще? Да, патч это исключительно под Нави. Это просто вот именно, знаешь, что вот Нави проигрывали весь год. Ну, не весь год, но они, кажется так, они играли все слабее и слабее. И в итоге пришло к тому, что вышел патч. И на этом патче вот вернулся стиль Нави, который смотрелся просто идеально вот в былые времена. Хорошо, и еще перед тем, как я вас отпущу, несколько слов о команде, которая прошла из открытых квалификаций, о Yellow Submarine. Что скажете? Ну, стоит отметить, во-первых, то, что эта команда достойна выступать на квалификациях, потому что пробиться с 1000 команд и попасть сюда, это, ну, чего-то стоит. Во-вторых, я с ребятами поиграл какой-то определенный промежуток времени с Тандином на всяких маленьких турнирчиков, и парни могут, умеют. И на самом деле эта команда — это вот самая жесткая черная лошадка на всем этом чемпионате, потому что ее никто не знает, и она сюрприз преподнесет. Я там в паре карт поставил, что она их выиграет против некоторых команд. Насколько я знаю, там Ашеры вроде бы с ними знакомы. Там один игрок из бывших Compass Gaming, если не ошибаюсь. То есть PSM — это бывший игрок команды Hellraisers, который, ну, как по его словам, он сам из Compass Gaming ушел, в итоге туда пришел Дред, и они стали Hellraisers, то он собрал свою собственную команду и вышел на квалы. То есть команда его это, ну, ему там где-то лет 25, остальные это малые, им там по 16, по 20 лет. Он собрал, а его взяли.
Его взяли, да. Но он там, на самом деле, хорошо себя показывает уже. И как это выглядит, кто это вообще такие ребята? Они просто заходят в паблики, ну, по крайней мере, я с ними часто играл. Все забывают про что такое рандом, берут своих героев, роли, тренируются, несмотря ни на что. И в очередной раз можно сказать то, что вот тот, кто трудится и старается, тот достигает высот. Менеджер команды Yellow Submarine как раз после того, как они выиграли квалификации, давал интервью. И вот в главной строчке интервью, приписки, было то, что некоторым повезло, им сразу что-то куда-то они там попадают, игроки, вот, а некоторым нужно через труд проходить. Ладно, давайте еще в завершении пару слов об Ашерах. Ну, давай Дима лучше начнет. Да, ну, я надеюсь, я на самом деле, я просто надеюсь, что Hellriders выздоровели, потому что некоторых людей ты смотришь, и ты понимаешь, что они, ну, помимо того, что тренируются, преодолевают очень многое, потому что тяжело, ну, болеть, когда у тебя там температура и так далее, и они смогут показать мастер-класс, потому что, как мне эта команда симпатизирует, только потому, что она новая, свежая, оригинальные пики, кучу задумок, и даже, да, вот есть какая-то, знаешь, непредсказуемость, там люди начинают в один момент закидывать, но они веселые, поэтому я болею за них. Я такой маленький инсайдик расскажу. Не выключил? Маленький инсайдик расскажу. Ребята уходят постоянно в курилку покурить, вот, и как бы я подслушиваю, они, не знаю, врут, не врут, но на тренировках выигрывают там чуть ли не 90% матчей. Не знаю, как они покажут себя завтра. Первая у них игра не против аутсайдеров группы, а против команды Вега. И вот после этого матча, да, можно будет сказать, насколько ХР готова. Ясно. Хорошо. Спасибо вам большое за аналитику, за прогнозы, за инсайды. Будем следить внимательно, конечно же, за матчами. Вы знаете, где их смотреть. Также оставайтесь на нашем YouTube-канале. Будет еще много чего интересного. Пока.